Эта история произошла с бабушкой по имени Анастасия Александровна. Она была обычной старушкой, но с невероятной силой воли и огромным сердцем. Жизнь не щадила ее, ее дочь погибла в автокатастрофе вместе с мужем, и с тех пор она осталась одна, чтобы воспитывать двух внуков. Вначале бабушка справлялась со своими обязанностями воспитательницы. Она уделяла внукам все свое время и любовь, пытаясь заполнить пустоту, оставшуюся после потери дочери. Но по мере того, как внуки росли, она замечала, что они становятся все более и более непослушными и проблемными. Внуки рано начали заниматься плохими привычками, пить и курить. Бабушка находилась в отчаянии, не понимая, что делает не так. Она продолжала нежно заботиться о них, надеясь, что ее любовь и забота помогут им измениться. Но ничего не менялось, и каждый день ее сердце разрывалось от горя. Однажды, вечером, когда внуки попросили у бабушки денег, она впервые отказала им. Она понимала, что давая им деньги, она лишь поддерживает их вредные привычки. Но вместо того, чтобы принять ее решение, внуки полностью потеряли контроль над собой. Они вытащили бабушку на улицу и начали бить ее, требуя деньги. Отчаянная старушка пыталась остановить их, крича и умоляя, но ее слова проникали в глухие уши. Это увидели соседи, которые были шокированы происходящим. Без колебаний, они подбежали к внукам и скрутили их, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Соседи вызвали полицию, и вскоре они приехали на место происшествия. Офицеры арестовали внуков и отвезли их в полицейский участок. Бабушка осталась сидеть на холодной земле, сжимая подбитое лицо и плача от боли и разочарования. Однако, этот неприятный эпизод стал поворотным моментом в их семейной судьбе. Бабушка решила, что больше не может продолжать воспитывать внуков одна. Она поняла, что единственный способ помочь им – это найти им подходящую помощь. Она обратилась к специалистам и вступила в контакт с организациями, которые занимаются помощью подросткам с проблемами. Они предложили ей поддержку и руководство, чтобы помочь ей решить проблему. Бабушка не сдавалась. Она посещала группы поддержки и получала советы от опытных людей. Она также училась, как правильно общаться с внуками, как помочь им выбраться из защитного панциря, который они создали вокруг себя. Со временем, благодаря бесконечной любви и терпению бабушки, внуки начали постепенно меняться. Они осознали всю боль и горе, которые причинили своей бабушке, и глубоко сожалеют об этом. Они осознали, что единственный способ вернуться к нормальной жизни – это изменить себя. Внуки стали посещать реабилитационные программы, а также получали индивидуальное консультирование. Они изучали новые увлечения, находили новых друзей, которые были на пути к позитивным переменам. Внуки были благодарны бабушке за ее неизменную любовь и поддержку, которую она оказывала им в самые трудные моменты. Эта история о бабушке Анастасии Александровне и ее внуках служит примером того, что даже в самых темных моментах жизни любовь и настойчивость могут изменить все. Бабушка не сдалась, а внуки нашли в себе силы измениться. Вместе они справились со своими проблемами и нашли новое счастье. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.